Дело о скандальной смерти израильского бизнесмена Арака Майяма набирает обороты. Вчера вся центральная пресса только и говорила о Максиме Галкине и скандальной смерти израильтянина. Нервы российского пародиста не выдержали, и он напрямую обратился к российским поклонникам. Впрочем, его слова вызвали неоднозначную реакцию у общественности. Галкин не был похож на себя, разговаривал нагло и с вызовом. Отстаньте от меня. Вся воспитанность и интеллигентность артиста куда-то исчезла, и на земле обетованной он разговаривал совсем другим тоном. Российских поклонников он сравнил со слепыми лошадями и посоветовал не лезть в его жизнь. Вы как слепые лошади ходите по арене, по кругу и месите под ногами одно и то же говно. Угомонить. В заключение своей речи Максим Галкин плюнул прямо в прямом эфире, оставив очень неприятное ощущение от увиденного. Комсомольцы тоже мне. Было видно, что пародист заметно нервничает и не скрывает своих негативных эмоций. Впрочем, поводов для волнения у Максима весьма предостаточно. Сегодня заканчивается срок домашнего ареста Максима Галкина, и пародист вновь будет взят под стражу. Точка в деле о смерти Арака Майяма до сих пор не поставлена, и впереди долгое судебное разбирательство. Сегодня утром произошло не менее печальное событие – разговор отца погибшего Арака Майяма и Максима Галкина. Если ранее отец Арака был уверен в невиновности артиста, то теперь его отношение в корне изменилось. Он обвинил Максима в жестокосердии и нежелании помочь следствию. Арака уже не вернуть, кому какое дело, что погиб красивый молодой парень. Только лишь мы, родители, потеряли смысл жизни. Я вижу, Максим, вам тоже нет дела до Арака, ведь не вы лежите на старом еврейском кладбище. Обратился отец Арака к российскому пародисту. Израильская полиция установила, что когда Максим Галкин купался с Араком Майямом, в море тоже находились очевидцы события. Мы обязательно найдем этих свидетелей, и тогда все будет ясно, как было на самом деле, говорят израильские стражи порядка.